Коллеги, добрый день. Я надеюсь, меня слышно хорошо. Видно, сейчас я видео выключу. Техническая проверка. Секунду. Так, все в порядке. Коллеги, добрый день. Добро пожаловать на семинар, который организует компания Зинпро. Сегодня мы проводим семинар на тему «Снижение себестоимости мяса благодаря достижению генетического потенциала свиноматки». Данный семинар, вебинар, будет проводить доктор Стефан Лангер и я, Майя Румянцева. Я, коллеги, буквально пару минут расскажу технические правила нашего вебинара. Вебинар будет длиться 2 часа. Через час мы сделаем короткий 5-минутный перерыв и затем продолжим обсуждение нашей темы. У нас с нами на связи наш специалист по маркетингу компании Зинпро Надежда, которая будет собирать ваши вопросы. Пожалуйста, свободно пишите их в чат-боксе. Специальное место для того, чтобы задавать вопросы. Все, что вам непонятно, все, что вам интересно, все, что вы хотели узнать, пожалуйста, пишите. Мы ответим. Специально будет время после вебинара. Мы все ваши вопросы не оставим без внимания. Если надо будет больше, еще дополнительно какое-то время на вопросы, мы можем это отдельно остаться, еще обсудить. Итак, коллеги, начинаем. Я кратко представлю. Доктор Стефан Лангер является специалистом по кормлению, специалистом по свиноводству, человек, который более 30 лет посвятил себя свиноводству, изучению кормления, изучению новых инноваций, новых технологий. Я считаю, что это вообще, в принципе, один из лучших специалистов, который занимался снижением себестоимости, который поддерживал и работал с крупными холдингами, добивался совместно со специалистами очень таких замечательных, выдающихся результатов. И я, Майя Румянцева, я являюсь специалистом по свиноводству компании Зинпро и занимаюсь именно продвижением продуктов и решений для повышения максимальной эффективности свиноводческих предприятий. Сегодня как раз тема интересная, снижение себестоимости. Тема, на наш взгляд, тема номер 1, потому что этот вопрос сейчас интересует всех с учетом того, как у нас изменяется цена на мясо. Да? И может быть сегодня цена на мясо немножко подросла, но мы прекрасно понимаем, что это может быть временное явление. И чтобы посмотреть на будущее, чтобы защитить наши предприятия, да, и сделать нашу работу более эффективной, мы должны с вами посмотреть, какие есть способы, как мы можем снижать себестоимость, что мы можем сделать, чтобы наше предприятие работало с наибольшей прибылью. Я выключаю сейчас свое видео, чтобы связь была лучше, и, коллеги, мы продолжим. План сегодняшнего вебинара. Мы поговорим, как влияют показатели продуктивности на себестоимость, как можно менять себестоимость с изменением показателей продуктивности, какие есть сценарии с изменением цены на мясо. Дальше мы поговорим уже, конечно, менеджмент ремонтной свинки, что необходимо сделать для ремонтной свинки с точки зрения менеджмента содержания и кормления, чтобы максимально достигать генетический потенциал высокопродуктивных свиноматок. Конечно, поговорим про менеджмент свиноматки, поговорим про кормление, поговорим про содержание и поделимся с вами опытом успешных предприятий, что делают сейчас ваши коллеги, чтобы снижение себестоимости чтобы было максимальным. И я передаю слово Стефану. Стефан, I come to you. Yeah. Good afternoon and a warm welcome to everybody on a hopefully sunny afternoon. I would like to highlight a little bit on how we can maximize the income of our farming systems and what factors influence the farming. I will also switch off the video for a better presentation. First of all, we can look at how we can maximize our outputs, meaning improving sales, producing with the same farm more pigs, producing heavier pigs, or improving the quality of the meat and getting a higher price for our products. That is one side. The second side would be... Okay, Stefan. Sorry. What is... okay. I translate. Okay. Коллеги, я буду параллельно переводить. И, Стефан, добрый день, коллеги. И сегодня мы начнем как раз говорить наш вебинар, как получать максимальную прибыль на предприятии, да, что можно сделать. То есть
чтобы получить, зарабатывать больше денег в текущих условиях. Прежде всего, да, увеличение продажной стоимости мяса, которое мы получаем. То есть больше поросят, больше более здоровых поросят, это важно. И, соответственно, должно быть выше качество мяса, да, категорийность мяса. Когда у нас выше категорийность мяса, мы можем реализовывать это по высокой цене. Окей, Стефан? The second side is looking at our inputs, how much money we spend to produce the meat. One of the biggest factors is the feed cost, but it's not just reducing the feed cost and taking everything out. It's about being wise, taking out what is possible and keeping in things that are adding value, that deliver a high return on the investment. И второй путь для снижения себестоимости, коллеги, используется на предприятиях, это снижение затрат. То есть что значит снижение затрат? Да? Это можно снижать затраты на корма, которые на предприятии, на затраты на какие-то переменные, постоянные издержки, затраты на помещение, затраты на персонал. Но тут нужно обязательно фокусироваться, как мы снижаем эти затраты. Снижение затрат должно быть достаточно грамотно, не просто снижать затраты, потому что это, допустим, снижать затраты на корма, это может вызвать в дальнейшем очень сильный негативный результат на продуктивность фермы. Можно снизить сейчас какую-то сумму, но затем потерять гораздо больше. Окей. There is several other items you could take out. Some of the variable costs, veterinary, insemination costs, you could reduce salaries. Well, might be your people are not performing so well anymore after that. But also the financing costs, you could stop some investments and reduce the inputs on those sides. Those are sort of the major factors on inputs you can save. Также еще какие факторы, что можно еще снижать, да, на предприятиях? Можно снижать затраты на ветеринарку, да, то есть ветеринарные расходы. Как их можно снижать? Тут тоже нужно понимать, как бы это не дало нам, соответственно, очень негативный вклад в нашу продуктивность. Мы можем также снижать на заработную плату персонала. Но из практики мы все прекрасно знаем, что люди, которым снижают зарплату, фактически могут не так эффективно работать, как ранее. И можно снижать какие-то инвестиции, да, изменять инвестиционные программы. То есть вот такие способы, да, используют на предприятиях для снижения затрат. Okay. We would like today to look at the cost efficiency of producing meat and the undiscovered potential of your sows and how you can enhance and improve it to produce with your existing farm more meat, better meat, heavier pigs. И обращая на это внимание, мы как раз сегодня бы хотели поговорить, как, собственно, повысить эффективность использования свиноматки в текущих условиях, как производить больше мяса на свиноматку, какие есть спрятанные, как говорится, потенциалы на комплексе, которые мы можем открыть и тем самым эффективно снижать себестоимость на комплексе. Next slide, Maya. Here you can see the production cost and the biggest fractions of this cost for the sow on the left side and the grower finisher on the right side. И, коллеги, посмотрите, пожалуйста, на данный слайд. На данном слайде как раз очень хорошо отражено распределение затрат на свиноматку. Я немножко буду рисовать, параллельно показывать. Это, соответственно, с левой стороны такая диаграмма в зависимости на выращивание свиноматки, какие распределения по затратам, на что идет, собственно, наши инвестиции. И распределение затрат на выращивание, соответственно, поросенка на откорме от 30 до 110 килограмм. For the sow, we estimate about 114,000 rubles. That is the cost. And for a grower, about 6,116 rubles. 114,000. 114,000. There's a zero missing, Maya. Коллеги, здесь немножко ошибка. 114 тысяч мы считаем, это, соответственно, затраты именно на свиноматку, включая, тут еще будут затраты и на поросят до 30 килограмм, произведенных на свиноматку. То есть мы видим, как распределение, то есть у нас темно-синий, да, это корма, допустим, на
поросят, на поросят и на свиноматку. Вот здесь вот затраты, соответственно, это кормовые затраты. И мы видим затраты на откормочного поросенка, это 6116 рублей, соответственно, это затраты на откормочного поросенка. Из них мы видим, какую часть, собственно, занимают в структуре затраты на корма. Already mentioned it, the biggest factor is the fixed cost for feed, and that is one of the focus points of this presentation, how we can maximize the efficiency of feed usage. И таким образом, коллеги, как вывод из распределения затрат, мы смотрим, на что мы больше тратим денег. Самый максимальный у нас вклад — это корма. Это наша самая максимальная инвестиция, собственно. И мы должны понимать, как ее правильно и эффективно использовать, что мы можем сделать с кормлением, чтобы наша себестоимость была минимальной. The next slide, please. Стефан? The next slide. Yes, it's I a think next slide. I still see the bars. The slide haven't moved. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. We have received some data from Seggers in Denmark, and we would like to look at the economical benefits of each of the very important factors in the sow production here. Коллеги, очень интересный слайд с таблицей именно экономической выгоды на предприятии за счет улучшения показателей продуктивности. Данные взяты из Дании. Здесь рассмотрены именно затраты и рассмотрены, как влияют показатели продуктивности именно на свиноматку с поросятами до отъема. И данные, что касается цены и показателей, взяты датские, но соотношения такие же, как и, соответственно, в принципе и в России. So we have estimated margin per sow under bad conditions like we have now with about 79 rubles per kilogram live weight. We would have a margin of about 29,250. Under a more improved scenario with 96 rubles, we would have an estimated yearly margin of about close to 50,000 rubles. И, коллеги, посмотрите, пожалуйста, здесь рассмотрены два сценария. При разной цене на мясо мы видим два сценария. С низкой ценой на мясо 79 рублей за килограмм и 96 рублей за килограмм. Мы рассматриваем, какую мы получаем маржу, да, это прибыль на свиноматку в год. То есть мы видим, что с низкой ценой она у нас 29 практически тысяч, и с высокой ценой практически 50 тысяч рублей на свиноматку в год. And what we have done now here is basically list some of the important factors like the live-born piglets, the mortality, the weaning weight, the farrowing rate, and estimated how much they affect the margin. И что мы сделали дальше в этом расчете? Мы рассмотрели, как на прибыль предприятия будут влиять такие показатели, как количество живорожденных поросят на гнездо, отнятых поросят на гнездо, смертность до отъема, отъемный вес и, соответственно, непродуктивные дни, да, на свиноматку, как они будут влиять в зависимости от сценария с низкой ценой на мясо и с более выше ценой на мясо. Although this is based on Danish numbers, I think percentage-wise it would be comparable to a Russian scenario. И, коллеги, тут нужно учитывать, что вот данные цифры были посчитаны исходя из датских результатов, из их данных, но именно вот этот процент от маржи, который получается в зависимости от изменения показателей продуктивности в сторону улучшения или ухудшения, это такой же, как и в России получается. So what are we trying to show with this table? If you look at the live-born piglets, for instance, this table says if I'm able to increase the number of live-born piglets by a number of 1, I'm able to increase my profit by 4,180 up to 5,412 ruble, or equals 11 to 14%.
Что можно сказать, исходя, анализируя эту таблицу? Что, допустим, если мы на предприятии получаем на одного поросенка живорожденного на гнездо выше, то наша маржа на свиноматку в год будет увеличиться от 4000 до 5400 тысяч. И это эквивалентно 11, где-то 14% от маржи. То есть вот мы понимаем, да, если нам удается улучшить наши показатели продуктивности на один поросенок, это нам увеличит маржу на свиноматку до 14%. Besides the piglet born and weaned, also the mortality and the weaning weight are playing a very important role and can contribute to a large amount of our margin. И если мы так рассмотрим все другие показатели продуктивности, то из таблицы очень хорошо видно, что большое влияние, такое финансовое, значительное влияние на себестоимость оказывает. Посмотрите, смертность до отъема 9-12%, да, на маржу мы можем повлиять. Отъемный вес, увеличение отъемного веса у нас дает такое значительное влияние на маржу на свиноматку в год. Here, one small difference to the Danish data, the interest rate, I believe, because the mortgage, the interest rates in Russia are higher, the 4 to 8% is probably underestimated in Russia, is probably a higher percentage. И, коллеги, еще один фактор — это когда предприятия берут кредиты, да, какие-то участвуют в инвестиционных программах со стороны банка, то есть такое понятие, когда кредиты мы платим процент банку, и в Дании это примерно 4-8%. Но Стефан говорит, что в России, наверное, это все-таки на практике получается выше, да, то есть это тоже тот фактор, который очень сильно влияет на себестоимость. Next slide. This is the same type of table, so I'm listing the economical benefit factors, and I'm looking here at corn, growing, fattening. Коллеги, это такая же таблица, вот следующий слайд, также экономическая выгода за счет улучшения эффективности, но мы рассматриваем только откорм. Это наши поросята, 70 дней, когда мы ставим на откорм, от 30 до примерно 110, 115, 120 килограмм, но здесь в Дании конкретно до 110 килограмм. Также рассмотрены два сценария. Okay. So under the low pricing scenario with 79 rubles, we are expecting a gross margin of about 1,441, with the medium interesting scenario for meat pricing about 1,914 rubles. И в зависимости, коллеги, опять у нас два сценария. Цена на мясо пониже, цена на мясо выше, и мы видим, что маржа на поросенка также будет от 1400 до 1900 будет меняться. In the first gray line, we're looking at average daily gain. 100 grams extra average daily gain would allow us to improve our margin by about 7 to 10%. И дальше, коллеги, также рассматривая показатели продуктивности, улучшение которых нам дает улучшение, соответственно, нашего заработка, улучшение маржи на голову. И первый — это ежедневный привес, да, среднесуточный привес, улучшение примерно там на 100 грамм в ту или иную другую сторону. Мы видим, да, какой вклад финансовый это дает, или 7-10% увеличения маржинальности на голову. Либо, если мы увидим падение продуктивности, у нас, соответственно, понимаем, да, 100 грамм падения среднесуточного привеса нам дает то же самое, только в обратную сторону, то есть уменьшение нашей маржинальности и повышение себестоимости. Other big contributors to margin are the losses and the feed conversion ratio. Коллеги, еще что в такой большой вклад именно в себестоимость, да, в наш финансовый показатель вносит, это смертность и выбраковка на откорме. Мы видим, что 1 пункт процента изменения, такое влияние на маржу на голову, да, до 4%. И конверсия 7-9% в зависимости от изменения в ту или иную другую сторону. Also the meat quality, so the amount of lean, if it's paid, in Denmark it's paid, would have a high factor for contribution to the margin.
Также, коллеги, процент мяса, процент мяса здесь имеется в виду процент выход постного мяса, да, когда предприятие, это важно, и когда предприятие имеет возможность получать больше деньги за первую категорию, то это будет влиять, выше цена будет влиять на улучшение маржи на голову. В Дании предприятие заинтересовано, чтобы выход, категорийность мяса была выше, поэтому здесь в данном случае учитывается этот фактор. Now, another way of benchmarking we show on the next slide. Here we are able to compare different scenarios in Denmark, but you can put your own numbers beside it and compare where are you benchmarking to the best pork producers in the world. Коллеги, и следующий слайд, мы хотим поговорить, есть такое понимание бенчмаркинг, да, то есть бенчмаркинг — это где находится предприятие с его показателями продуктивности по отношению к другим предприятиям. И на данной таблице, посмотрите, пожалуйста, есть данные, лучшие 5 фирм в Дании, показатели продуктивности, лучшие 25% в Дании и средние показатели продуктивности по стране. Important in this table here is that the 5 best farms, look at the last line, have nearly 40 piglets weaned per sow per year. The average is leveling 33 piglets per sow per year. И посмотрите, пожалуйста, коллеги, да, из таблицы, что лучшие 5 ферм в Дании имеют практически 40 поросят отъемных на свиноматку в год. То есть посмотрите, какая хорошая цифра. И если посмотрим средние данные, то это 33 в среднем поросенка отъемного на свиноматку. So there is nearly 6.5 piglets difference with basically the same amount of investment per sow. И посмотрите, пожалуйста, практически 6 поросят разница с учетом того, что затраты на свиноматку, инвестиции, которые были сделаны в свиноматку, одни и те же. Also, if we look at the first line, we're seeing that the replacement rate of gilts is also playing a very big role here. Danish farms, the best ones, are trying to push their replacement rate per cycle down to below 18 because the gilts are performing less than the sows, so they are trying to maintain their farm at the level where they have the most profitable sows between 3 and 6 parity as the majority in the farm. И, коллеги, обратите внимание, в чем еще разница между лучшими 5 фермами в Дании, да, и средними значениями. Обратите внимание, такой показатель процент свиноматок первого пороса или процент замены ремонтными свинками. Видим, какая разница между 19,4% и 22,7%. То есть это говорит о том, что ниже процент именно ввода ремонтных свинок именно в стадо. И здесь больше свиноматок 3-го и 4-го опороса, которые делают огромный вклад именно в хорошую продуктивность. То есть чем больше и лучше мы сохраняем свиноматок, именно 3-го и 4-го опороса, тем больше показателей продуктивности и выше поросят на свиноматку мы получаем. There is also big differences in the number of piglets weaned and the mortality the best farms obtain. И в данном случае получается, что у нас с изменением структуры стада у нас меньше ремонтных свинок, у нас большая разница поросят, которые отняты, видите, 17 против 14,6, и у нас большая разница на падеже именно до отъема. Это говорит, что поросята более здоровые, более активные, то есть у нас здесь сохранность. Даже, понимаете, всегда есть такая тенденция, коллеги, что с увеличением поросят на свиноматку всегда сохранность ниже, да, более поросят сложнее выкормить. Но в данном случае мы видим, что когда поросята представлены от 3-го и 4-го опороса, у нас и сохранность поросят лучше. Okay. Then if you look at the weaning weight, of course, you see not much difference, but please remember the best sows have several piglets more with the same weight than the average. So this adds up as a double. You have more piglets and about the same weight.
Также, коллеги, обратите внимание, да, вес при отъеме. Мы видим, что разница 6,4 килограмма, 6,5, ну, практически одинаковая. Ну, тут нет большой разницы, да, вес одинаковый. Но обратите внимание, сколько здесь отнятых поросят, да, и сколько здесь отнимают на свиноматку. То есть тут это получается о том, что продуктивность очень хорошая в данном случае. I come to more numbers later on. Now let's summarize a little bit in the next slide how we can increase the earnings per sow. Next slide, yeah. Stefan. Yeah, let's summarize a little bit how we can increase the earnings per sow. Давайте, коллеги, как раз подведем итоги, как можно увеличить заработок на свиноматку. We can either produce more piglets and wean more piglets. We can have heavier piglets that we wean, and we have higher health status, so losing less piglets. И, ну, естественно, увеличить прибыль на свиноматку больше, повышая количество поросят при отъеме, больше вес поросят, и, соответственно, более здоровые поросята, мы меньше выбраковываем свиноматок, и, соответственно, это все приводит к снижению себестоимости. Other two factors are we're losing less highly productive sows and we're buying less gilts to replace them. So having a balanced scenario between gilts coming in and sows going out. И еще такой главный фактор, да, у нас меньше выбракованных свиноматок для повышения прибыли на свиноматку в год. Нам нужно меньше выбраковывать свиноматок, нам нужно иметь такой некий баланс, нам не нужно закупать больше, не нужно больше разводить ремонтных свинок. У нас потребность будет ниже в ремонтных свинок за счет того, что мы больше используем свиноматок более старших. Next slide, please. In this slide, we have been looking at the potential for our product Avila sow to enhance the efficiency of sows and look at different parts of the sow production. И используя любые продукты, коллеги, для реализации генетического потенциала нужно всегда понимать, какой потенциал от продукта. И в данном случае потенциал вот конкретно от нашего продукта Avila Sow, когда мы говорим о продуктивности стада, о воспроизводстве, о долголетии стада и, соответственно, состоянии свиноматок. We have very high values in improving the lactation performance of the sow as well as the reproductive performance of the sow. У нас есть большая возможность повышать ценность, повышать прибыль на свиноматку именно в течение лактации, именно повышая продуктивность свиноматки. We are possible to increase the weight of the piglets, reduce the mortality, or have less body weight loss of the sows, and with that better performance in the next litter. У нас есть возможность повышать количество поросят на свиноматку, снижать смертность поросят и свиноматок, улучшая качество воспроизводства свиноматки и, соответственно, получать больше отъемных поросят. On the reproduction side, we have the possibility to increase the farrowing rate, have less empty days, so days without production, and have more piglets produced per sow per year. И с точки зрения воспроизводства мы также можем снижать количество непродуктивных дней, тем самым увеличивая цикл на свиноматку и дополнительно еще получать, исходя из этого, еще дополнительный заработок. Two other important factors are the lameness of the sow and the longevity of animals. И еще два таких важных фактора, как хромота, проблемы с ногами у свиноматки и именно долголетие. Долголетие имеется в виду долгое использование свиноматки, да, без выбраковки, то есть реализация ее потенциала в течение всех циклов. The lameness of the sow, for instance, has actually two sides. On one side, we're losing the sow at some point because it can't walk anymore and we don't get the sow to maximum performance levels. On the other hand, this sow already before we realize something happens is eating less because it simply cannot stand anymore as long
as necessary in front of the feeding trough. Мгм. И в данном случае, коллеги, хромота имеет два таких огромных фактора. Когда мы просто выбраковываем свиноматку и теряем сразу, то есть мы недополучаем всех поросят, которые были бы у нас в следующих опоросах, это первый фактор. И второй фактор, когда у нас свиноматка с проблемами ног, с хромотой, она не может долго стоять, даже не может правильно потреблять корм, необходимый ей, по причине того, что ей больно, да, она не выстоит все это время, поедая корм. То есть это вот такой скрытый убыток, то есть она снижается, происходит снижение потребления корма, что отражается негативно на ее дальнейшей продуктивности. And in terms of longevity, basically there is also a huge value here by, first of all, introducing only the amount of gilts that are necessary and keeping the high-performing sows as long as possible. И что касается длительного использования свиноматок, да, длительной их продуктивности, здесь очень важно держать такой некий баланс, не комплектовать большим количеством ремонтных свинок. Да. Здесь нужно сохранять свиноматок на течена 2, 3, 4, 5 опорос и далее. Потому что с высоким приходом в стадо ремонтных свинок у нас снижается продуктивность, и дальше мы про это поговорим. If we lose less animals, we have, first of all, lower costs to replace those animals with new gilts. And on top of it, I think all of us know that the gilts and the progeny of the gilts is more successful in terms of immunity, in terms of problems we have with them. The gilt litters are usually smaller, weaker, and have more problems. So we're getting around those problems by being able to keep the sows longer and have not as many gilts introduced into the system. И чем меньше у нас выбракованных свиноматок 2, 3 и далее опоросов, чем меньше мы вводим ремонтных свинок, во-первых, мы экономим деньги за счет того, что нам не нужны дополнительные ремонтные свинки. Во-вторых, нам не нужно, с приходом ремонтной свинки всегда возникают проблемы с иммунитетом, проблемы с качеством поросят, проблемы, то есть нам нужно делать дополнительные затраты. То есть это те скрытые затраты, которые мы иногда не видим на свинокомплексах. Let's have a look at the gilts specifically in the next slide. So we're trying to have a better longevity, and with this, a successful gilt introduction is necessary, making sure the gilts come to the farm and have the best conditions to perform. И давайте, коллеги, дальше рассмотрим как раз менеджмент ремонтной свинки. Что делать с ремонтной свинки, которая приходит в основное стадо, что нужно сделать, чтобы ее показатели продуктивности были максимальны. Can you go to the next slide? We're estimating that nearly 5,000 rubles can be saved as a hidden cost by not replacing so many gilts, because you lose them because of lameness problems and walking problems and all sorts of issues we have with the newly introduced gilts. So we are estimating about 5,000 rubles hidden potential here per one gilt. Коллеги, мы примерно посчитали, около 5000 рублей — это скрытые убытки, которые свинокомплекс имеет на свиноматку в год из-за того, что большое количество вводится ремонтных свинок. Очень много вопросов, которые связаны с выбраковкой с ногами, с неправильным менеджментом ремонтных свинок. То есть это те скрытые убытки, которые имеет предприятие. Next slide, please. Factors that show a successful introduction of the new gilts would be to have a maximum of 18% of new gilts introduced per batch, or if you multiply this times 2.3, 2.4 cycles per year, maximum 40-45% replacement of sows per year. И при успешном вводе ремонтных свинок есть определенные правила, коллеги, определенные цифры, которые мы можем посмотреть, что у нас есть сейчас по факту и как это должно быть. Максимум 18% ремонтных свинок в неделю, да, должно поступать, вводиться в основное стадо. Если мы примерно на цикл умножим 3,3, да, у нас цикл умножим на 18%, это около 40, там, чуть выше ремонтных свинок на свиноматку в год. Это процент замены свиноматок.
A good target is, for instance, that we focus on 85% of the gilts that enter the farm are reaching the third litter. Why the third litter is? The third litter is the point where the gilt has paid the investment in itself. И, коллеги, наша цель на предприятии должна быть такая, что минимум 85% лимонных свинок, которые мы вводим в основное стадо, они нам должны дойти менее до третьего приплода, до третьего опороса означает. Почему это важно? Потому что именно начиная с третьего опороса происходит уже вот этими поросятами, свиноматка начинает себя окупать. То есть мы делали до этого вложение, то есть нам нужно получать уже возврат инвестиций. И после третьего опороса происходит уже возврат инвестиций. Another good value that shows a successful introduction of the gilts would be that we reach 16 piglets born in the first litter of all gilts on average. И еще один показатель, который показывает, что мы успешно ввели ремонтную свинку в основное стадо, это 16 поросят в первый опорос. Это тот показатель, который, если мы достигаем, значит, мы говорим, что у нас налажен менеджмент ввода ремонтной свинки. Those values might sound high, but they are reachable. Коллеги, еще эта цифра может казаться очень высокой, но она достижима. 16 поросят в первый опорос от ремонтной свинки. Next slide, please. The gilts should arrive at the farm at the perfect condition. That means we need to feed those gilts differently than the fattening pigs that we have on the farm. And those gilts should have much lower energy than our fattening pigs. И, коллеги, свиноматки, которые ремонтные свинки поступают в основное стадо, они должны иметь прекрасную кондицию, замечательную кондицию. Это говорит о том, что их нужно кормить другим рецептом, нежели откормочных поросят. Часто на предприятиях используют откормочный корм для ремонтных свинок, но откормочный корм больше содержит энергии, чем специальный корм для ремонтных свинок. To reach the perfect weight and the perfect age, they should not grow more than 750 grams between 30 and 130 kilograms. И чтобы достичь замечательного веса в правильном возрасте, у нас получается примерно среднесуточный привес развития ремонтной свинки от 30 до 130 килограмм. У нас среднесуточный привес 750 грамм в среднем нужно поддерживать, не выше. Also, a big difference to our growers here is that for the growers, we're trying to avoid back fat. For the gilts, we want a certain amount of back fat, so we need to watch out that we reach about 14 to 16 millimeters of back fat, at least at the time we start breeding. И тут еще большая разница с откормочными свиньями заключается в том, что когда мы растим поросят на откорм, мы стараемся как можно избежать толщину шпика, у нас не должна быть сильно высокая, мы не хотим, чтобы у нас была жирная свинья. Для ремонтной свинки нам нужно понимать, что это будущая мама, для которой толщина шпика имеет очень большое значение. И как минимум 14-16 миллиметров у нас должна быть толщина шпика у ремонтной свинки при первом осеменении. Also, a high level of fiber or more better than fermentable fiber is necessary to, first of all, prepare them to use the feed more efficiently, so they're used to higher fiber levels and are geared up to use this feed that comes in gestation very efficiently. And we also avoid the development of ulcers with more fermentable fiber. И здесь рецепты для ремонтной свинки должны содержать много клетчатки, но не просто мы должны смотреть на уровень клетчатки в рецепте, мы должны понимать, есть такое понятие фракции клетчатки, да, и есть понятие ферментируемая клетчатка. И здесь мы должны балансировать рецепты с учетом ферментируемой клетчатки, которая, в свою очередь, также помогает предотвратить появление язв у ремонтных свинок. Also important is the right amount and the right type of minerals. Trace minerals, we're recommending here from 30 kilograms onwards to use our product Avila Sau.
to assure a very good foundation of the gills, to make sure their legs are solid and sound and their hooves are in order. И тут еще очень важно, для правильного развития костяка, для развития ремонтной свинки необходимы микроэлементы. Особенно с 30 килограмм ремонтной свинки мы рекомендуем наш продукт Авайла Сау, что позволит правильно формированию копытного рога у свиноматки и, соответственно, крепких ног, да, качественных ног. Furthermore, the flooring and the space are very important, as well as the stress level. We need animals that are quiet in the farm and not jump up and run around as soon as somebody goes into the room. И также, коллеги, очень большое значение имеет состояние пола, покрытие пола, да, на каком полу содержатся ремонтные свинки, да, и стресс-фактор, то есть не должно быть такое, что когда заходит персонал в комнату с ремонтными свинками, они прячутся, бегут, то есть они испытывают стресс, да, ремонтная свинка должна испытывать стресс как можно меньше. Next slide, please. What else is important? Introduce the gills not too heavy at the right age and the right development stage. И, коллеги, что еще очень важно, да, это именно первая охота, выявление первой охоты свиноматки, и когда мы уже начинаем процесс осеменения, нам нужно понимать, как зависит возраст и вес, соответственно, когда правильно делать осеменение ремонтной свинки. Here you see the number of total pigs born and the age of the animal. And if you simply look at the blue bars, if we have the first inseminate the first heat, then you see an animal with 6 months age has only 12 piglets, whereas an animal with 7 or 8 months age has 1 pig more even at each month. Коллеги, и теперь посмотрите, пожалуйста, такая хорошая зависимость. Возраст первой охоты 6, 7, 8 месяцев у ремонтной свинки. Всего поросят при опоросе, которые мы можем получить. Если мы делаем осеменение, видите, первая охота у нас такая сиреневая, вторая охота малиновая и третья охота такая желтая. То есть мы видим, что если мы будем делать осеменение в возрасте 6 месяцев при первой охоте ремонтной свинки, то видите, сколько поросят, да, самое меньшее количество, около 12 поросят мы будем получать по факту. И при увеличении возраста ремонтной свинки мы видим, что количество поросят на опоросе, которые мы будем получать, увеличивается. So there is 2 piglets hidden in this graph, basically. One is coming from using the right heat, so second or third heat, and the second piglet is coming from using the right age, 7 to 8 months minimum. So there's 2 piglets hidden in this graph here. И, коллеги, при правильном менеджменте мы можем найти еще здесь спрятано дополнительно 2 поросенка. Первый поросенок мы с вами можем увеличить продуктивность ремонтной свинки, если будем использовать ремонтную свинку правильного возраста, да, более старшую. И второй поросенок у нас спрятан, когда мы проводим осеменение, вторая или третья охота. Тогда в этом случае при второй и третьей охоте у нас есть возможность получить больше поросят на ремонтную свинку. Okay, next slide, please. We have seen the effects of the heat and the age. Here we are looking at the effects of back fat on those animals. И, коллеги, на данном слайде обратите, пожалуйста, внимание, здесь есть такая зависимость толщины шпика и, соответственно, количество рожденных поросят на ремонтную свинку. В зависимости от толщины шпика мы видим, сколько у нас количество живорожденных, красный график, родилось всего рожденных поросят, и голубая вот это общий вес живорожденных поросят в зависимости от толщины шпика. То есть ремонтные свинки с толщиной шпика меньше 11 мм, 12-13 группа, 14-15 и больше 16 мм.
Now, as you can see on the left side, the gilts with very low amounts of back fat have very low performance in terms of total piglets born or born alive. If you look at the other side, the right side, the blue and the red one, you have already 2 to 3 piglets extra in just managing the back fat correctly. Коллеги, и обратите внимание с данной диаграммы, что ремонтные свинки с толщиной шпика меньше 11 мм имеют самые низкие показатели продуктивности, меньше всего живорожденных поросят, и, соответственно, вес гнезда тоже низкий. И свиноматки, ремонтные свинки, у которых толщина шпика была больше 16 мм, мы видим показатели продуктивности у нас максимальные. То есть это нужно учитывать при разведении, да, при осеменении. Мы должны понимать, что нам даст еще дополнительных поросят. If you now look at the light blue bars, this is the litter weight at birth. You're also seeing improvements at the litter weight at the same time. So we're getting more piglets, but they are also heavier. So we're seeing a clear increase of, how much is that? 5.5 kilograms of litter weight if we have a skinny gilt and if we have a gilt in the right condition. So the total litter weight goes up, including the number of piglets. Коллеги, и также посмотрите, пожалуйста, именно вес поросят, вес гнезда, как важно, да, что ремонтные свинки с толщиной шпика выше имеют и вес гнезда не только больше поросят, но еще они тяжелее, то есть вес гнезда у нас выше по сравнению с худыми ремонтными свинками. Let's have a quick look at how those gilts look like with the back fat level. Here you can see actually 2 cuts through a gilt, and on the left side you think this gilt is very skinny, but actually it has a lot of back fat. On the right side, this looks very fat, but it's actually very little back fat on this animal. So judging by just looking at the animals is not enough. You need to put a measurement on this. Коллеги, и очень замечательный слайд. Посмотрите, пожалуйста, да, с левой стороны мы видим разрез ремонтной свинки, и нам кажется внешне, что это худая свиноматка, а с правой стороны нам кажется, что это более жирная, соответственно, ремонтная свинка. Но если мы разрежем, мы увидим, что толщина шпика у нас больше здесь, чем у более жирной свиноматки. Это говорит о том, что измерение на глаз не всегда эффективно, и нам нужно правильно проводить измерения, чтобы понимать действительно, какую кондицию ремонтных свинок мы имеем. Now let's summarize the last few slides a little bit in the next one. We are looking for high-performing gilts that should be in the right age, meaning about 240 days. And as I showed you, there is 1 piglet already by making this right. И давайте как раз подведем выводы, да, что мы уже сказали. Чтобы получать больше поросят на ремонтную свинку, во-первых, осеменение должно быть в правильном возрасте. Как мы уже говорили, еще один дополнительный поросенок мы получим, если осеменение не раньше 240 дней. Also getting the right back fat of 14 to 60 millimeters, having the right estrus, and flushing can add to the number of piglets out of a gilt. We are estimating a total of about 4 piglets difference that it can make by managing those things right or wrong. Также, коллеги, обращаем внимание на правильную толщину шпика. Дополнительно, если у нас толщина шпика 14-16 мм, дополнительно 1-2 поросенка. Правильная охота, то есть мы осеменяем не в первую охоту, а именно 2-я или 3-я охота. Дополнительно 1 поросенок. И стимулирующее кормление ремонтных свинок еще дает дополнительно полпоросенка в среднем. И итого получаем дополнительно 4 поросенка на ремонтную свинку. Next slide. Here we're looking at the herd parity profile. Not the average parity is important. It's important what the distribution is in terms of gilts and in terms of old sows.
Коллеги, очень важный слайд. Обратите ваше внимание. Профиль стада. Когда мы считаем, сколько каких свиноматок у нас находится в стаде. Да? И здесь обратите, пожалуйста, внимание, что хороший — это у нас такой синий график. Да? То есть сколько у нас в процентном соотношении свиноматок, ремонтных свинок, свиноматок первого опороса, второго, третьего, четвертого и далее опоросов. Мы видим, какой должно быть, какой правильный баланс на производстве у нас должно быть в зависимости от опороса процент свиноматок. Here you can see the differences between a well-managed farm in blue and a badly managed farm in red. This is Denmark. И это данные изданий, и разница между фермами, где менеджмент высокого уровня, это синий график, синие, да, столбцы, и где менеджмент был низкого уровня, это красные столбцы. Мы можем сравнить, как в процентном распределении меняются у нас свиноматки по опоросам. Our target should be to introduce about 18 gilts, 18% of gilts, and not losing them, as you can see on the red bars. И наша цель, коллеги, да, вот 18% от ремонтных свинок, да, на первоопоросах, и не терять их дальше. Мы видим, как у нас происходит изменение соотношения процента других опоросов свиноматок. So the bad farm is introducing a lot of new gilts and losing them in the first, second, and third parity. On the other hand, they don't have enough old sows, and with this, the balance of the sows is going out of proper order, and the performance of the total farm drops. И посмотрите, пожалуйста, по сравнению с фермами, которые имеют низкие показатели, во-первых, вводится большое количество ремонтных свинок, да, видите, какой высокий процент, и потеря этих ремонтных свинок, высокая потеря к второму опоросу. На фермах с высокой продуктивностью такой потери не происходит, да, такой сильной выбраковки мы не замечаем. И в то же время на фермах с плохим менеджментом уже очень достаточно мало остается свиноматок старшего опороса, да, и мы видим, мы теряем свиноматок гораздо сильнее. Next slide, please. Here we're looking for the reasons why we're trying to get them to parity 3 and 4. И на данном слайде, коллеги, причина, почему мы хотим сохранить нашу ремонтную свинку и довести до 3-го, до 4-го опороса. Почему это важно? If you look at the left side, you have a scale of piglets per litter, and that refers to the two upper graphs, the red and the yellow one, the live-born piglets and the weaned piglets. You see a peak at the 3rd parity. Коллеги, и посмотрите, пожалуйста, здесь есть графики. Вот цифры — это значение количества поросят на опорос. И красный график — это количество живорожденных поросят, желтый график — отъемных, и синий график — это привес. И мы видим, что в зависимости от какой цикл у свиноматки, 1, 2, 3, 4, мы видим, что максимальные показатели продуктивности у нас начинаются на свиноматках 3-4 цикла. If we look now at the black line, which is the daily gain of piglet weight, then you can see the peak is at about the 4th parity. Если мы посмотрим на привес наших поросят, то пик продуктивности, самые тяжелые поросята у нас 4-го опороса. So to get heavy pigs and very big litter weight at weaning, the 4th parity is ideal. Да, то есть это у нас более тяжелые поросята, и самый большой вес при отъеме мы видим от свиноматок 4-го опороса. If you compare a gilt that is in the 1st parity with 2.4 kilograms daily litter gain to a 4th parity gilt with about 2.9 kilograms gain, you have half kilogram per day difference, leading to more than 10 kilograms at the end
of the lactation. Коллеги, и если мы сравним привес поросят от свиноматок первого опороса, от ремонтных свинок, да, он примерно у нас получается тут чуть выше, там 2,5, и от привес поросят от свиноматок четвертого опороса, то разница примерно у нас полкилограмма в день привеса на гнездо. То есть на отъеме, если у нас в гнезде там 10 поросят и выше, мы больше 10 килограмм на гнездо имеем разницы. This means the sows, the older sows, produce a lot more milk, require a lot more nutrients compared to a gilt. Ну, это логично, да, что более старшие свиноматки производят больше молока и, соответственно, обеспечивают нутриентами, питательностью поросят. То есть это логично, поросята будут тяжелее. Okay, next slide. Here, this is a study where people compared the progeny, so the piglets and the fatteners from gilts to piglets, fatteners from a sow. And on the right top side, you see that mortality is highly affected by if it's a gilt or if it's a sow. И, коллеги, на данном слайде, на данных диаграммах идет сравнение поросят, потомства поросята, которые были отобраны от ремонтных свинок, и потомства поросята, которые были отобраны от более старших свиноматок. И мы видим, что с точки зрения сохранности, вот красные это у нас от ремонтных свинок, красные графики, и серые от свиноматок. И мы видим, что с точки зрения сохранности, что поросята от более старших свиноматок более здоровы, более крепкие, имеют высокую выживаемость. And there is many reasons for it. For instance, the size of the gilt, the amount of feed it can eat, the immunity of the gilt, and it's able to transfer to the piglets, and many factors add to this. И здесь играет очень много факторов, да, способность свиноматки, ремонтной свинки потреблять корм, иммунитет ремонтной свинки, как она его передает поросятам, да, это очень много факторов сказывается на том, что поросята от ремонтной свинки получаются более слабые. Those people also looked at the slaughter weight of the animals from those gilts and the sows, and they see about 4.5 kilograms difference at the same age of the animals when they are slaughtered. There is between the gilt and the sow 4.5 kilograms of weight difference on the fatness. И, коллеги, здесь также вес, но здесь каркасный вес указан, каркасный вес поросят от ремонтной свинки и каркасный вес поросят от свиноматки. Мы видим больше 4 килограмма разницы, да, составляет разница. То есть поросята от более старших свиноматок, они всегда тяжелее. То есть это больше мяса, которое мы получаем. Okay. Майя, we're going to 2 more slides and then we make the break. Yes, okay, Stefan. Okay, next slide, please. This is looking a little bit closer at the difference between gilts and sows. Here you have performance data from gilts and sows at 3 weeks lactation and 4 weeks lactation. И, коллеги, очень хорошая таблица. Посмотрите, пожалуйста, показатели продуктивности поросят от ремонтных свинок и от свиноматок в разный возраст лактации. 3 недели лактация и 4 недели лактация. Что мы видим? Как у нас это? As we expect, of course, the gilts, because they're simply smaller, have smaller piglet birth weights than the sows. 3 weeks and 4 weeks, it's the same. There's no difference because there's no effect on lactation on this. И посмотрите, коллеги, да, когда мы говорим про 3 недели лактации, вес, видим разницу, вес при рождении от ремонтных свинок у нас меньше, чем от свиноматок, да, и 4 недели тоже меньше, чем от свиноматок. On the average daily gain, we see about 10-15% higher levels in the older sows, leading to about 0.7 or 1 kilogram extra weight at weaning if we compare gilts versus sows. Да, коллеги, и также у нас вот эта вот разница у нас сказывается на протяжении всей лактации, и молочная продуктивность разная у ремонтной свинки и у свиноматки, что дает нам среднесуточный привес разный. У нас, видите, разница в среднесуточном привесе и вес при отъеме у нас поросят от ремонтных свинок, видите, как меньше, чем поросят от свиноматок.
And if we look at the next phases, so the nursery and the fattening phase, this difference stays constant and actually increases. So we have 1 kilogram difference for the weaning, leading to about 3 kilograms difference at the end of nursery, leading to a slaughter weight difference of about 6 kilograms to 7 kilograms difference. И теперь посмотрите, пожалуйста, вот эта вот разница, которая поросят, вес при отъеме, видим, что от свиноматок более тяжелые поросята, примерно на 1 килограмм. Эта разница у нас не только сохраняется дальше, но она и увеличивается, да, то есть мы видим, что вес поросят, допустим, 10 недель при переводе на откорм, у нас уже разница 3 килограмма, и уже на убое мы получаем разницу практически 6 килограмм, то есть говорит о том, у нас выше среднесуточный привес и выше все показатели на поросятах именно от старших свиноматок. Now our summary on the next slide. What we were trying to say. Important is that if we want to wean heavy piglets, we need to have most of animals around parity 4. If we want to wean many piglets, we need to have them at least at parity 3 and older. And if you want to wean heavy piglets and healthy piglets, we need to make sure that the yield percentage is as low as we can manage, and we have highly productive sows at 3, 4, 5, 6 parity. Коллеги, ну и суммарно, да, о чем мы говорили, что если мы хотим получать поросят с большей массой при отъеме, нам, естественно, нужны свиноматки более уже там 3, оптимально 3, 4 опорос. Много поросят на свиноматку, мы должны следить, чтобы выбраковка свиноматок 3-го опороса была минимальная, да, и более здоровые поросята, более крепкие, сильные поросята нам также дают старшие свиноматки. Нам нужно следить за тем, чтобы процент ввода ремонтных свинок не был высоким. So, with this we make a break. Коллеги дорогие, мы сейчас делаем перерыв буквально 3 минуты для попить чаю, взять воды. И, Надя, у меня вопрос. Есть ли вопросы в чате? Что может мы сейчас, на что можем ответить? Да, Майя, вопросы есть. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за ваше время сегодня и за вашу активность. К Стефану есть вопросы. Первый вопрос к нему. Можно ли использовать продукт Авайла Сау и Авайла Хром в период непродуктивных дней? И что это даст, какой результат? Я уже могу ответить. Мы сегодня как раз про это поговорим чуть позже. Коллеги, немножко терпения, и мы на этот вопрос ответим подробно с данными и с показателями продуктивности. Так, спасибо большое, Майя. Второй вопрос. Как можно оценить экономику применения этих продуктов, которые были перечислены выше? Но я так понимаю, что на этот вопрос также будет. Мы уже сейчас, как можно оценить экономику применения продуктов? Стефан, how we can estimate the economy of using our products? Well, I think we will come to that in the last part of our presentation, where Майя is showing a couple of results. I think important is that we need already to start with the gilts to have a solid base of sows. This is the major message. So Avila sow in the gilts already, making sure we have healthy, very stable sows. And we have done good experience with combining Avila sow with chromium on top that has special effects on glucose. And both together allow us to push the sows to a much higher performance level. По поводу экономики, коллеги, мы про это говорим и еще сейчас будем говорить. Смысл тот, что при расчете экономики нам нужно рассматривать все равно, конечно, начиная от ремонтной свинки. Да, какой у нас процент выбраковки сейчас, какой процент выбраковки является для нас наиболее оптимальным. Да? То есть мы вам показали, да, какие данные от
по поросятам от ремонтных свинок, какие данные получаются от свиноматок. То есть у нас есть это как бы основа — построить крепкую, сильную ремонтную свинку и правильно вести ее в основное стадо. Дальше мы уже начинаем смотреть на изменения показателей продуктивности на свиноматках, да, как у нас меняется отъемный вес поросят, как у нас меняется количество поросят на свиноматку. Это те все факторы, которые в дальнейшем будут использоваться для экономики. Чтобы оценить экономику продукта, это, во-первых, все на самом деле индивидуально. Тут я уже, коллеги, от себя добавляю. То есть каждое предприятие имеет свое собственное состояние, да, свои собственные показатели продуктивности, сложившаяся ситуация с усталостью площадок, с генетикой, определенные вопросы. И здесь нужно смотреть по каждому предприятию индивидуально, потому что экономика будет считаться в зависимости от затрат на данном предприятии, да, цены на мясо и какие показатели предприятие имеет и что предприятие планирует достичь. То есть в данном случае мы можем с каждым предприятием отдельно связываться и просчитывать эту экономику, посмотреть, как это будет эффективно. Спасибо, Майя, большое. Есть еще один вопрос. Можно отследить уменьшение процента хромоты свиноматок? Именно очень хороший вопрос, Надя, спасибо, коллеги, за интерес. Смысл в том, что отследить процент хромоты свиноматок всегда достаточно проблематично, потому что когда мы приходим на комплекс, всегда говорят, наверное, хромают, или, наверное, не хромают, наверное, вчера хромали, сегодня уже не хромают. То есть это достаточно такое субъективное мнение оператора, менеджера, да, иногда кажется, что все хромают, иногда кажется, что все в порядке. На следующий день пришли, когда, в принципе, все здоровы. На самом деле, чтобы делать это правильно, нужно использовать специальную именно оценку состояния копытного рога, состояния ног у свиноматки. То есть у нас есть специальная программа, которую мы используем, и мы осматриваем и фиксируем ноги у каждой свиноматки и записываем, какие поражения. Совместно можем обучать ваших специалистов, как определять эти поражения, как определять степень поражения. Мы заносим это в специальную программу. И дальше по мере изменения кормления, по мере изменения использования продуктов для улучшения состояния свиноматки мы через какое-то время фиксируем и смотрим опять, проводим комплексный анализ, что же произошло с состоянием копытного рога, как он изменился, каких поражений стало меньше, да, что еще произошло. То есть это должно быть достаточно комплексно, с правильным занесением и с правильным анализом, потому что просто сказать, что свиноматки стали меньше хромать или больше хромать, это достаточно проблематично, это все субъективно. Это можно только действительно сделать комплексным анализом. Большое коллеги, спасибо. Я думаю, что мы продолжим, да? Перерыв Да. как бы уже закончился. Стефан, are you ready? Yeah, yes, please, next slide. Окей, коллеги, следующий слайд. Now, a little bit about the hidden losses that I mentioned already before. If you lose a first parity gilt after the birth, then you have a loss of total of about nearly 50,000 rubles. И, коллеги, очень важный слайд, да, все-таки скрытые убытки на свиноматку, да, как мы можем понимать, да, инвестиции, которые мы делаем на свиноматку, когда мы ее выбраковываем, мы теряем 30 тысяч рублей, выбраковывая свиноматку первого пороса. You mentioned already the split. The biggest part is the investment in the animal, of course, and the investment in making it pregnant and everything around that. Then the loss on the number of piglets that we cannot sell anymore and the meat that we cannot sell. This adds up to about 50,000 rubles. И, коллеги, что получается? Да, мы сделали инвестиции, чтобы вырастить ремонтную свинку, чтобы ее осеменить, чтобы она вступила в фазу супоросности, да, и мы выбраковали, да, то есть мы дальше недополучаем следующие поросы, недополучаем количество свиней на продажу, не получаем наше мясо, да, которое на свиноматку. Поэтому все это суммируется и получается около 48 тысяч и даже выше, практически 50 тысяч на свиноматку первого пороса недополученной выгоды. Now, I mentioned about 5,000 rubles of hidden cost that we think is possible to save. This would add up to about a reduction in replacement rate of 10%. So it's
at 10% of the 50,000 is about 5,000 rubles, and we believe 10% reduction is possible. И, коллеги, когда мы выбраковываем ремонтных свинок, когда мы выбраковываем свиноматок, мы должны понимать, сколько нам стоит. Когда сильно у нас высокая выбраковка, по разным причинам, мы теряем около 5000, и уже мы про это говорили, около 5000 скрытых потерь на свиноматку в год. Да? Когда мы снижаем процент выбраковки, соответственно, скрытые потери также снижаются. Next slide. Now, what makes our sows so special, so prolific? One of them is that breeding companies have been selecting for higher litter size, and we have over the last years an enormous increase in the number of piglets born and weaned. И что делает нашу свиноматку, высокопродуктивную свиноматку, именно особой? Это именно те показатели продуктивности, это именно селекция, генетика на размер гнезда, на количество поросят на свиноматку, которые рождаются, которые мы отнимаем, и, соответственно, все эти трудности, которые возникают при достижении такой высокой продуктивности. This typically leads to 4 major challenges at the end of the day, to an increased farrowing length and a higher stillbirth rate, to a variable birth rates, they go down in total, in average, but also the variability increases, to higher mortality and lower weaning weights. И, соответственно, при увеличении количества поросят на свиноматку мы видим, у нас больше возникает проблем с появлением мелких поросят, с сохранностью этих поросят, с весом при рождении и, соответственно, с весом поросят, которые мы отнимаем. То есть вот генетика, да, с одной стороны мы хотим, коллеги, получить поросят больше, но с другой стороны мы понимаем, что у нас также будет больше слабых и мелковесных поросят. Now, what can we do here to improve this? And we show this on the next few slides. И, коллеги, что мы можем сделать с точки зрения кормления, технологий, чтобы помочь высокопродуктивной свиноматке достигать свой потенциал? The energy status of the sow or gilt during farrowing is very, very important. If they run out of energy because the farrowing takes too long, we're having usually higher amounts of stillbirths and higher amounts of interference with people that they need to help the sow to give birth. И, коллеги, очень хороший график, диаграмма, да, очень важно понимание, да, энергетический статус свиноматки при опоросе. Ей должно хватить энергии опороситься. Если прошло длительное время после последнего кормления, то у нас это чревато появлением высокого процента мертворожденных поросят, и больше придется персоналу участвовать в помощи свиноматки во время опороса. То есть чем больше времени прошло между кормлением и опоросом, тем больше проблем у нас в производстве возникает. In the ideal situation, the birth process should not take longer than 3 hours. If we see an increase to 6 hours, we have a severe problem. Коллеги, и в идеальной ситуации между последним кормлением и опоросом у нас не должно превышать больше, чем 3 часа. Посмотрите, пожалуйста, чем у нас вот этот меньше период от кормления до опороса, тем у нас меньше мертворожденных поросят и меньше случаев родовоспоможения со стороны персонала. Если у нас время между последним кормлением и опоросом больше 6 часов, то у нас процент мертворожденных поросят, процент помощи персонала возрастает очень сильно. Two simple ways of avoiding that the sow is running out of energy and having problems in the birth process is, first of all, don't stop feeding the sows before farrowing. Keep feed to the sows. Don't start 1-2 days earlier to really push the feed intake down. This is something to lead to very weak sows that don't last during the farrowing process. И очень простой такой вопрос менеджмента, как мы можем это избежать. Это, коллеги, нужно кормить свиноматку перед опоросом. Следите за тем, чтобы свиноматки были в кормушке корма. То есть она, если ей нужно, она обязательно поест, и это поможет ей выдержать вот этот весь трудный процесс опороса. Особенно если слабая свиноматка, и она еще не поела, то ей будет очень сложно пройти весь этот путь.
important for the older sows especially is keep the time between feedings not too long, especially overnight. I've seen many farms in Russia where people go home, have the last feeding at 3 o'clock and the next feeding is at 8 o'clock in the morning. That is simply too long. И, коллеги, очень важно еще не только время от последнего кормления до опороса, еще, в принципе, очень важно время между промежутками кормления. То есть очень много ферм в России, которые Стефан видел, что, допустим, последнее кормление было в 3 часа дня, и персонал ушел домой, и следующее кормление будет только в 8 утра. Это очень большой промежуток времени, когда свиноматка будет голодная. So making sure we're feeding the sows, first of all, sufficient feed, and making sure we are reducing the time where the sow has no feed is highly important for the success of birth. И тут нам нужно понимать два основных фактора. Мы должны формулировать рецепт, чтобы корм был эффективен, чтобы корм был таким, какой нужен для свиноматки, и промежуток между кормлениями не был сильно большим. After 6 hours, the sow is basically running out of feed. 6 hours after feeding, the sow has a drop in energy and the nutrients are basically all absorbed and there is nothing new coming in. If we have a stretch of 12, 14 hours, as I've seen, this is simply too long and leading to big problems for the sows that farrow at 1, 2, 3 in the night. И здесь нужно понимать, что время между кормлениями не должно быть сильно высокое, что если у нас между кормлениями больше 6 часов, то это приведет к большим проблемам. Особенно если будет опорос дальше, то это приведет к большим проблемам и снижению продуктивности. Now, let's have a look what we can do from the feed side. Next slide, please. И давайте посмотрим, что мы можем сделать со стороны кормления, со стороны формулирования рецептов. One of the major nutrients in the sow feed is starch, and the starch digestion happens in the small intestine, and it usually takes only a few hours till this has happened, and the starch digestion goes rather fast. И один из таких нутриентов, который используется как источник энергии в кормлении свиноматок, это крахмал. Да? Он идет переварение в тонком кишечнике, поступление через желудок и является источником энергии для свиноматки, именно поступлением энергии. Okay, next slide. You see the distribution of energy received from starch. So you have a peak after 1 to 2 hours. You have already the first peak and the starch goes in, used for nutrients, and then it goes down rapidly to the normal base level. И посмотрите, пожалуйста, на графике время после кормления и именно энергетический вклад корма. Да? То есть крахмал дает очень быструю энергию. То есть после 2 часов кормления мы видим максимальное поступление энергии. То есть свиноматка чувствует прилив сил, да, бодрости. И дальше с течением уже времени, да, идет очень сильное снижение поступления энергии в связи с тем, что крахмал уже переварен и уже свиноматка чувствует голод. Now let's look at what's happened with the fiber. The fiber is digested in the hindgut, and the digestion takes longer, and there is fermentation happening. So there is a time span between 4 and 24 hours where the energy in the fiber is available to the sows, which means you have a starch peak in front, and then you have fiber peak couple of hours later. That is highly important for those sows that still need energy for the 4-5 hours birth. И теперь, коллеги, посмотрите, пожалуйста, как используется клетчатка как источник энергии. Поступление через слепую ободочную кишки и после, в течение 4-24 часов после кормления идет высвобождение энергии, что дает возможность, как говорится, продержаться свиноматки, да, на ресурсе, на энергетическом ресурсе. Это очень важно при учете формулирования рецептов. So high levels of fermentable fiber will give us a boost of energy after 4-5 hours, where the starch energy is used up. As you can see in this slide, the usage goes up 4-5-6 hours. The fermentable fiber energy comes in. И именно поступление энергии из клетчатки дает нам возможность именно
то, что эта энергия поступает именно после 4-5 часов от начала пищеварения, очень важно, потому что энергия, которая поступила из крахмала, она уже израсходовалась, но для поддержания свиноматки нам нужна энергия. И дальше особенно использование такого показателя, как ферментируемая клетчатка, дает нам возможность продержать свиноматку длительное время. Next slide, please. With the higher levels of fiber, we are also assuring that the sows are less constipated. And with this graph, I'm trying to show that the constipated sows, so the 1 and the 0s, are having more problems and a longer farrowing length than the less constipated sows having a 3, 4, 5 rating. И еще один такой очень важный фактор, нужно понимать запоры и продолжительность опороса у свиноматки. Мы все прекрасно знаем, что нормальный опорос — это у нас 300 минут. И посмотрите, пожалуйста, на данной диаграмме, в зависимости от запора, у нас мы видим оценка запора, да, когда 0,1 — это очень сильно запор у нас, 2 еще запор, 3, 4, 5 уже мягкий кал. И чем больше запор, тем увеличивается время продолжительности именно самого опороса. Чем более затяжной опорос, это чревато мертворожденными поросятами, это чревато поросятами низкой активности и плохого качества. Now, next slide. This table shows simply a control group that has been feeding normal feed and a group that has received higher levels of fiber from 101 day onwards. И посмотрите, пожалуйста, коллеги, на данном слайде, как влияет повышение клетчатки со 101-го дня супоросности, как влияет это повышение на показатели продуктивности. Мы видим контроль и группу контроль, опытную группу, когда произвели в рецепте увеличение клетчатки в рационе. So important here is that the animals receiving higher levels of fiber had a lower death rate of piglets born dead, and they had a lower mortality rate. И посмотрите, пожалуйста, что очень важно. Что очень важно на данном графике увидеть, что мертворожденных поросят на опорос с увеличением клетчатки в рецепте происходит снижение. Смертность, тоже мы видим улучшение по смертности этих поросят. И мы видим общая смертность, да, поросят она значительно ниже. То есть рецепты с высоким содержанием клетчатки повышают продуктивность, повышают качество и жизнеспособность поросят. Next slide, please. Also, protein level has impacts on the farrowing length. The more protein we have in the feed, so if we have really lactation feed with 18, 19, 20% protein, that leads to an extended farrowing rate simply because the protein is excess protein, very typically needs to be degraded, and with that we have less energy available for the birth process. И посмотрите, пожалуйста, как зависимость, очень хорошая диаграмма, коллеги, зависимость продолжительности опороса от содержания протеина в рецептах свиноматок. Мы видим, чем выше у нас высокопродуктивные, так скажем, высокопротеиновые рецепты приводят к тому, что продолжительность опороса у нас увеличивается. И это объясняется тем, что еще требуется как бы такая энергия на усвоение, да, вот этого дополнительного протеина, который в рецепте по сравнению с рецептами невысокого протеина. То есть в данном случае продолжительность опороса опять возрастает. Next slide. I mentioned this already. Here we see the time from feeding to the farrowing. So the time span between the last feed before farrowing and the farrowing process affects the number of stillbirths. If we have a very long time between eating feed and giving birth, then the stillbirth goes up and the farrowing length goes up. И, коллеги, на данном слайде, пожалуйста, посмотрите, еще одна зависимость. Время от кормления до начала опороса. Да? Мы уже говорили о том, что чем больше время от начала кормления и
опороса, тем это чревато появлением высоким количеством мертворожденных поросят. Здесь посмотрите, пожалуйста, как влияет, чем у нас больше время от начала кормления до опороса, 2, 3, 4, 5, 6, 9 часов, тем возрастает, коллеги, возрастает продолжительность опороса. У нас становится больше затяжных опоросов. То есть и это затяжные опоросы, вы прекрасно знаете, повышение мертворожденных поросят, слабых поросят и снижение сохранности. Also, you can see that the glucose level drops dramatically after 6 hours eating. So this is the starch basically not being there anymore and the glucose level drops. И посмотрите, пожалуйста, как падает в зависимости от времени после последнего кормления, как падает уровень глюкозы в крови у свиноматки, да, и после 9 часов, да, ожидания корма прям очень сильно происходит падение, потому что крахмал весь уже переварился, поэтому глюкозы практически уже нет в плазме. Next slide. Now, what can we do with the glucose and from the mineral side? We have very good experience with using chromium to allow more efficient glucose usage. The glucose metabolism is affected by the amount of chromium in the feed. И, коллеги, что мы можем сделать со стороны кормления, чтобы помочь свиноматке, да, для лучшего усвоения глюкозы? И в данном случае, с точки зрения минерального питания, мы сейчас говорим с вами о хроме. Хром влияет просто имеет огромнейшее значение хром на влияние усвоения именно инсулина, на влияние взаимодействия инсулина с рецепторами инсулина и на усвоение глюкозы. Okay. You explained already everything. Maya will tell you. Not yet. Maya will show you some of the results we've obtained with the dosage of chromium and this effect. We can just show the scheme. И, коллеги, в данном случае хром является тем микроэлементом, который именно взаимодействует и помогает инсулину лучше взаимодействовать с инсулиновым рецептором. И когда это взаимодействие происходит, как только это взаимодействие произошло, у нас моментально идет возможность поступления глюкозы в клетку. То есть глюкоза — это наша энергетика, да, и вот когда вот это взаимодействие произошло, глюкоза поступает в клетку. Это очень важно, коллеги. И дальше мы на практике мы уже поговорим о результатах такой работы хрома на свиноматках. Okay, next slide. You all know this problem with the increasing amount of piglets from our gilts and sows. We have typically a reduced birth weight, and we have litters with very small piglets, as you can see, and very large piglet, causing a problem for our entire production flow. И, коллеги, посмотрите, пожалуйста, на данные картины. Да, вы прекрасно знаете, что с повышением количества поросят на свиноматку у нас в гнезде появляется очень много таких мелких поросят. Вот, да, очень такие вот совсем такие маленькие поросята, которые появляются, и с ними нужно как-то работать. Да? И есть такая большая тенденция, да, то есть мы повышаем количество поросят в гнезде, селекция над этим работает, и вес поросят при рождении при этом у нас плавно снижается. Next slide, please. This is a very new study. If you see here 2019, so this is a veterinarian study that has been conducted and looked at why are the piglets so different in sizes. И, коллеги, очень важный слайд, да, этот вопрос номер один, который спрашивают все интеграторы, да, когда увеличивать массу при рождении, что мы можем сделать, чтобы поднять массу при рождении, очень важный такой показатель. И посмотрите, пожалуйста, это данные, это новейшие данные, вы видите 2019 год, да, проведенные ветеринарные испытания, когда, собственно, именно посмотреть, как изменяется масса при рождении поросят, чтобы отследить, где можно повлиять, на каком этапе супоросности или лактации мы можем повлиять, чтобы изменить массу при рождении. This lady looked at the weight of the embryos at different levels of pregnancy, at 4 weeks and then consistently every 10-15 days after that.
И здесь, коллеги, была рассмотрена именно разница, да, мы видим разница в эмбрионах в зависимости от дня супоросности 28, 33, 45, 50, 55 дней. То есть у нас рассматривались именно, как меняется вес эмбриона в зависимости от дня супоросности. What this lady found was that the variability is already there on day 21. So we have already in the first few days the variability in the size of the embryos created, and that carries through till the end. И что было интересно определено, что уже к 28-му дню, даже ранее, была установлена именно однородность эмбрионов, и то есть их разница, да, по массе. И вот эта потом разница по массе, по однородности, она сохранилась на протяжении всей супоросности и на рождении. Next slide. Now this lady also asked, where is this difference come from? What's different between the small embryos and the larger ones? And she looked at where they are implemented in the placenta, and she tried to differentiate what's different with those little piglets compared to the bigger ones. И для того, чтобы понимать, да, почему у нас появляются маленькие поросята и большие поросята, провели исследования, начиная с самого начала, да, когда происходит именно после оплодотворения, когда происходят самые ранние стадии развития эмбриона, да, прикрепление эмбриона к плаценте, проводили исследования именно сравнения, да, крупных эмбрионов и более мелких, чтобы понять, какая же все-таки между ними разница, да, почему получились крупные поросята, почему получились мелкие поросята. And she came to two conclusions about the difference of those piglets that were smaller. They had a smaller placenta as well, and they had a shorter umbilical cord, meaning their nutrient supply was basically limited and different from the other ones. И когда провели все эти исследования, сделали таких два главных вывода, что у поросят, которые имели меньший вес, они имели более мелкую плаценту и мелкую короткую пуповину, через которую не поступило достаточное количество питательных веществ. And her conclusion was that maybe the reduced oxidative stress in the early stages of development, so the first few days after insemination, could lead to development problems and be the reason for those smaller pigs. So her conclusion was oxidative stress might be one of the factors. И вывод, да, вот этих вот исследований показал, что может быть одним из факторов, почему появляются мелкие поросята, это именно оксидативный стресс, который наступает после практически нескольких дней после осеменения. И он, именно этот оксидативный стресс, так сильно влияет уже на дальнейшее развитие этих эмбрионов. Now, can you go to the next slide? What can we do against oxidative stress and antioxidants? Of course, we can add extra vitamin E, C, and all sorts of stuff, but this is only half part of the story. We have pretty clear evidence that the addition of our products Avila Sau with zinc, copper, and manganese helps with the efficiency of some of the antioxidative processes. That we get better work of dismutase and better work of peroxidase. И, коллеги, вот когда как бы определили, да, возможная причина — это оксидативный стресс у свиноматки, который так негативно сказывается на весе поросят при рождении. Что реально мы можем сделать? Что мы можем сделать со своей стороны в кормлении, чтобы помочь свиноматке преодолеть этот стресс? Мы можем, конечно, добавить витамин Е, витамин С, но это только, как говорится, половина истории. Нам нужно понимать, во время оксидативного стресса у нас образуется супероксид, очень негативный кислород активный, который разрушает клетки, да, приводит к таким негативным последствиям. И наш продукт Avila Sau, который содержит цинк, медь и марганец, он в свою очередь может не только
работать на очень много функций для микроэлементов, но и вот эти вот активные микроэлементы являются кофакторами фермента дисмутазы, которые усиливают работу фермента дисмутазы. И вот этот фермент дисмутазы переводит вот этот негативный супероксид уже в пероксид водорода. And you already corrected me on that one. The peroxidase efficiency is depending on selenium and iron, and the avilasau works in the first step of the antioxidative chain, and the iron and the selenium work on the second step of the antioxidative stage. И есть еще микроэлементы, коллеги, очень важно иметь достаточное количество железа, и наши авайла железа и авайла селен, они работают на следующей стадии, именно перевод пероксида водорода, переводится пероксид водорода с помощью фермента пероксидазы, и кофакторами являются как раз селен и железо, которые переводят пероксид водорода в воду, и еще выделяется уже просто кислород, но уже такой положительный, несвободный радикал. Next slide, please. Now, after those piglets are born, we need to keep them alive. And we see that the hunger and the temperature around those piglets are the two big factors affecting the survival rate of those piglets. И, коллеги, наша задача, собственно, не просто, чтобы у нас родилось большое количество поросят, но наша задача еще и сохранить поросят. И мы должны понимать, что практически большое количество, 40% поросят, которые погибают на участке опороса, они погибают в первые 2 дня. Many piglets, small ones, die because they don't get enough colostrum and the temperature around them is too low. И очень много погибает мелких поросят. Мелкие поросята, в первую очередь, фактор недостаточное количество молозива. Они могут погибать от холода и, соответственно, от голода. Next slide, Maya. Here you can see the effects of temperature and piglet birth weight on the time till they are suckling. And we have also the mortality here. And basically this graph shows that the piglet with lower birth weights have a higher mortality, and the temperature around those piglets affect this mortality very heavily. So the smaller pigs have higher requirement for temperature and have higher mortality rates. И, коллеги, посмотрите, пожалуйста, данная диаграмма, которая говорит о том, что над маленькими поросятами нужно, конечно, больше тратить усилий, да, больше заботы, потому что, посмотрите, пожалуйста, в зависимости от веса поросят при рождении, коллеги, маленькие поросята, у них выше смертность, они более чувствительны к падению температуры, да, к низкой температуре, и они более слабые, и поэтому им нужно больше теплота, да, подогретое помещение и так далее. Okay, next slide, please. Besides the temperature, the speed and the amount of colostrum the piglets are getting is very important. The more piglets we have, the more colostrum is on one side produced, but because we have so many piglets, the amount of colostrum is actually per piglet going down dramatically. И, коллеги, еще очень важный фактор — это количество молозива на каждого поросенка, да, что чем больше у нас размер гнезда, чем больше поросят в гнезде, тем меньше молозива получает каждый поросенок. И, соответственно, с увеличением размера гнезда у нас снижается потребление молозива на одного поросенка. So the amount of colostrum is important for each piglet. The time it should get as fast as possible colostrum, and we need to make sure that they are receiving it as quick as possible and the highest amount of immunoglobulins possible. И тут очень важно понимать, что нам важно и количество молозива на поросенка, нам нужно понимать, что очень важно время, что поросенок должен получать иммуноглобулины и молозива как можно быстрее после рождения, очень важный фактор. И чтобы его хватило, и, соответственно, хватило иммуноглобулинов для выживаемости поросенка. Next slide, please.
This is a study we conducted where we're looking at the difference between inorganic minerals and adding Avila Sau, which is organic minerals, and the effect on the colostrum quality. So we're seeing very clearly that the amount of IgG is affected by the quality of the minerals we are adding. So the same amount of minerals, but because the quality and the absorption and the utilization is better, we see an improved amount of IgG. И, коллеги, обратите, пожалуйста, внимание на данную диаграмму. Это проведены исследования именно влияния источника микроэлементов по сравнению, допустим, неорганический источник микроэлементов по сравнению с органическими источниками микроэлементов. Как меняется содержание именно иммуноглобулинов в молозиве. То есть красный — это у нас неорганический источник, и синий — это у нас органический источник. И как меняется количество иммуноглобулинов в сыворотке, да? То есть мы видим, какая большая разница. Майя, please go to the next slide, and I suggest you continue from here on to speed up things a little bit. We're a little bit short of time. I think you know the presentation very well, so I'm not worried Stefan. that you miss something. Окей. И, коллеги, таким образом, если кратко сделать выводы, то, что мы уже сказали, да, забота о поросятах, как можно больше следить во время менеджмента, чтобы больше поросят было под родной мамой. Старые свиноматки более поздних опоросов мы даем им крупных поросят. Ремонтным свинкам не подсаживаем самых мелких поросят. Это такие основные правила. Маленькие поросята мы сажаем к свиноматкам 2-го или 3-го опороса, которые хорошо уже имеют хорошие выраженные молочные железы. И самые крупные поросята мы можем с вами двигать после 6 часов от времени рождения. А маленькие поросята мы стараемся больше держать их около родной мамы и стараемся перемещать не ранее, чем 12 часов после рождения. Конечно, на производстве у нас бывает очень много всяких факторов, и бывает, что как бы необходимо что-то сделать, или у нас нет возможности, да, недостаточно там мачех или еще чего-то. Но мы должны однозначно придерживаться этих основных правил, чтобы повышать продуктивность именно и качество поросят, которые мы получаем от свиноматки. Выработка молока зависит именно от размера гнезда. То есть у нас количество поросят и их сосательная активность, она определяет, коллеги, определяет именно молочную выработку. То есть чем больше сегодня пососали свиноматку, это очень простое правило, тем больше молока вырабатывается на следующий день. И есть такие исследования, что ежедневная молочная продуктивность зависит от количества поросят, которые ее сосут. То есть максимальный пик молочной продуктивности мы получаем с максимальным количеством поросят на гнездо, то есть в зависимости от дня лактации. То есть у нас 14 поросят всегда имеют больше, получают выработку молока на следующий день, чем 10 поросят в гнезде. То есть это такой природный фактор, который обуславливает выработку молока на следующий день и его количество. Выводы. И, соответственно, поросята определяют именно молочную продуктивность. Именно поросята, их сосательная активность. Да, чем они более активны, тем больше молока вырабатывается. Мы должны быть уверены, что у нас правильно сформированы гнезда, достаточно функциональных сосков. Мы не сажаем к нерабочим соскам. Мы должны понимать и контролировать хорошее развитие молочных желез. Мы должны определять именно, когда у нас есть вопросы по скрытым нитритам, да, когда у нас идет нарушение молочной продуктивности. При этом наши графики кормления, менеджмент свиноматок определяются в зависимости от кондиции свиноматок. Мы следим, коллеги, именно за толщиной шпика свиноматки и регулируем в зависимости от этого графики кормления. Теперь, коллеги, очень важно, достаточно толщина шпика, да, обращаю ваше внимание, что у нас свиноматки, в принципе, по кондиции делятся худые, нормальные и жирные свиноматки. Но во время лактации, да, наш весь фокус, все наше внимание направлено на то, чтобы мы свиноматку раскормили правильно, чтобы у нас потребление корма свиноматкой было максимальным. И в данном случае очень важно понимать, вы можете у себя на производстве очень легко определить, насколько вам хватает питательных веществ из корма
Если вы будете делать следующую практику, если вы будете контролировать толщину шпика свиноматок, которых ставят на опорос, и толщину шпика, когда поросят отнимают. То есть разница у нас не должна превышать 4-5 мм. Если у нас разница в толщине шпика превышает 4-5 мм, это говорит о том, что свиноматки во время лактационного периода использовали свой внутренний резерв, чтобы правильно выкормить поросят. И это мы должны учитывать. То есть нам нужно тогда работать или с питательностью корма, да, или посмотреть, как у нас сам подход к раскорму свиноматки, правильно ли мы все делаем, как у нас менеджмент на предприятии, потому что это очень важно. Потребление корма свиноматкой в период лактации это является основным ключевым фактором. Чем больше свиноматка потребляет корма, тем больше вес поросят на отъеме мы имеем. И, соответственно, поросята должны активные. Сейчас очень много предприятий используют уже транзитный корм. Что значит транзитный корм? Это корм, который у нас по питательности представляет собой что-то среднее между супоросным кормом и лактирующим кормом. То есть это корм, который не имеет такой высокий протеин, как сказал Стефан, да, что высокий протеин именно в период опороса он может сыграть свой негативный эффект на продолжительность опороса и на количество мертворожденных поросят. Транзитный корм — это корм, который содержит высокое количество клетчатки, высокое количество ферментируемых углеводов, и то, что позволяет свиноматке именно правильно опороситься и повышать именно количество активных поросят при рождении. Ну и заключение, да, правильное кормление, то, что я уже сказала, снижает правильные графики кормления, нам предупреждает, позволяют, чтобы у нас кондиция свиноматок была нормальная, да, что у нас не уходят свиноматки в жир, не становятся худыми. Здоровые свиноматки всегда едят больше, поэтому мы следим именно за правильным балансом и количеством ремонтных свинок в стаде. Крахмал, глюкоза, количество мы учитываем, это необходимость для хорошей молочной продуктивности. Клетчатка, все, что мы сказали по клетчатке, уровень клетчатки важен с точки зрения не только количества всего клетчатки, но именно количество фракций клетчатки очень важно. Да? Баланс аминокислот сейчас много используют разных соотношений аминокислот по отношению к резине. Наша рекомендация: не забывайте учитывать валин. Валин очень хорошо влияет на молочную продуктивность. Минимизация любого стресса на предприятии, теплового, технологического стресса. Наши все усилия сосредоточены на том, чтобы создать для свиноматки максимально комфортные условия. И наша рекомендация — применение Авайла Сау и Авайла Хром. Посмотрите, пожалуйста, коллеги, как применение двух продуктов позволяют нам повышать вес гнезда и поросят при отъеме, при рождении. Мы с помощью Авайла Сау у нас идет улучшение, коллеги, по сравнению с неорганическими источниками микроэлементов, повышается вес гнезда. Но когда мы добавляем корм, добавляем хром, коллеги, именно благодаря тому, что хром позволяет предотвратить инсулиновую резистентность у свиноматки, у нас повышается вес гнезда. У нас повышается вместе Авайла Сау и Авайла Хром, у нас повышается вес поросенка при рождении. Это очень важно, потому что большие гнезда имеют большое количество мелких поросят, и работа над весом поросенка при рождении — это очень важный фактор. Также применение продуктов Авайла Сау и Авайла Хром на практике доказал, что идет повышение количества живорожденных поросят. То есть если у нас Авайла Сау дает улучшение по количеству живорожденных поросят на свиноматку, то вместе с хромом это увеличение становится выше, потому что, еще раз, да, хром помогает получать дополнительную энергию. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, на данном слайде результаты по продуктивности. Да? Всегда задают один и тот же вопрос: какие предприятия в России используют ваши продукты и какие, собственно, результаты вы достигаете. Вот, пожалуйста, использование нашего продукта Авайла Сау в течение 6 месяцев по изменению показателей продуктивности. Что произошло, как изменились показатели продуктивности? Мы благодаря использованию продукта у нас выросло количество живорожденных поросят, у нас произошло
увеличение отнятых поросят, у нас увеличился цикл на свиноматку. И самое главное, да, самый главный показатель, про который мы сегодня говорим, это отнятых поросят на свиноматку в год, да, как выросло. Посмотрите, какое значительное увеличение. Помимо вот данных, которых мы можем посчитать, да, именно продуктивности поросят, еще на данном предприятии произошло снижение выбраковки ремонтных свинок, то есть увеличился процент свиноматок 3-4 опороса, о чем мы говорили. И то есть в совокупности эти данные дают очень хорошую экономику предприятия, и в совокупности эти данные позволяют нам снижать себестоимость при любом сценарии на мясо, на цену на мясо, да, при низкой цене, при высокой цене. Мы всегда есть инструменты, которые помогают нам сделать нашу работу более эффективной, помогают нам достигать того генетического потенциала, который заложен в наших свиноматках. И, коллеги, как вывод, да, когда мы рассматриваем свиноматку, да, продуктивность стада очень важный показатель, да, то есть отдельно взятой свиноматки всегда важно смотреть, какой вес поросят при отъеме, какая смертность до отъема, сколько мы теряем во время лактации. В целом по каждой свиноматке. Важно смотреть в целом, в среднем, да, предприятие, какая происходит тенденция, что у нас происходит с воспроизводством. Каждое предприятие имеет свои показатели именно экономические в плане затрат на свиноматку. Но в среднем, да, улучшение каждого показателя, о чем мы сегодня с вами говорили, дает определенную экономическую прибыль. И когда есть возможность использовать свиноматок долгое время, когда есть возможность увеличивать 3-4 опорос использования свиноматок, это всегда однозначно улучшает наши экономические состояния. То есть свиноматка — это такая долговременная инвестиция предприятия. Свиноматка — это наш фундамент. Свиноматка — это основа здорового предприятия. Когда мы готовим правильно ремонтную свинку, когда мы ее правильно вводим в основное стадо, это очень важно. Там нет мелочей, коллеги, менеджмент, кормление, правильное осеменение. Это все то, что дает нам в дальнейшем экономику. Это все, что отражается в дальнейшем на качество поросят. Вы понимаете, что происходит? Если мы допускаем ошибки на этом этапе, мы потом очень долгое время все эти ошибки начинаем ловить на участке воспроизводства, на участке доращивания, на участке откорма. И все это наше неполученное мясо, оно может иметь корни от неправильного менеджмента с ремонтной свинкой. Это очень важно, коллеги. Обращаем ваше внимание, посмотреть на кормление, посмотреть на менеджмент ремонтной свинки и свиноматки, потому что затраты, коллеги, на кормление в общей структуре себестоимости на ремонтную свинку, на свиноматку, они минимальные. Но тот эффект, тот вклад, который вы даете себестоимости своего предприятия, он колоссальный, его невозможно переоценить. Поэтому, коллеги, пожалуйста, посмотрите на ремонтную свинку, на свиноматку. Это основа, это наш фундамент. Спасибо большое. Благодарим за внимание. И, пожалуйста, если есть вопросы. Майя, спасибо большое за информативный доклад. Вопросы есть. Первый вопрос. Какие источники клетчатки вы рекомендуете использовать в кормлении свиноматок? Я могу ответить на этот вопрос. И, Стефан, can you just comment about sources of fiber do you recommend for feeding programs for sows? Коллеги, источники клетчатки, они достаточно разные. Нужно смотреть самый высокий по содержанию ферментируемых углеводов, о чем мы говорили, вот этой ферментируемой части клетчатки. Это свекловичный жом, да. На втором месте за ним идут отруби пшеничные, еще может быть соевая шелуха, ну, потому что свекловичный жом, его же вырабатывают сахарные заводы, и он там закупается, по-моему, раз или 2 раза в год. Его не всегда возможно купить, поэтому используются еще отруби и шелуха сои. Answered already. Yeah, sorry, I answered, Стефан. Коллеги, еще раз обращаю внимание, что очень важно именно баланс, да, смотреть именно по фракциям клетчатки, потому что рецепт для лактирующих свиноматок с клетчаткой, допустим, 6%, одинаково написано этот рецепт 6% и этот рецепт 6%, они по факту могут быть небо и земля, они по факту могут иметь совершенно разное влияние на лактирующую свиноматку.
То есть цифры одни и те же, а в зависимости от качественного состава ингредиентов они по-разному могут влиять на конечный результат. Большое спасибо, Майя. Следующий вопрос. Как быстро микроэлементы могут исправить проблемы с конечностями? Вы знаете, коллеги, в зависимости от какая проблема с конечностями, да, вообще средняя, конечно, практика, вы должны понимать, что это не завтра, это не сегодня, да, то есть это примерно в среднем нужно около 5-6 месяцев, если проблемы достаточно тяжелые. Ну, нужно приезжать на предприятие и делать оценку, да, какая проблема. То есть конечности — это то, что мы видим улучшение, это такая некая качественная проблема. Как мы можем определить, что у нас происходит улучшение состояния свиноматки? В первую очередь мы можем это определить по показаниям продуктивности. То есть когда мы, коллеги, какие-то проводим изменения, да, какие-то в рецептах изменения, в технологии, в первую очередь мы должны, самый первый фактор, на который мы обращаем внимание, если мы все делаем правильно, то у нас не происходит падение потребления корма свиноматкой. То есть когда мы даем микроэлементы, у нас идет повышение потребления корма. Второй фактор, у нас происходит повышение веса отъемных поросят, да? Третий фактор, у нас повышение сохранности. Дальше, эти фактор за фактор складывается, то есть это те показатели, которые мы можем отследить ранее, это те показатели, которые нам говорят, что мы на правильном пути. И дальше через какое-то время, через 5-6 месяцев мы определяем именно изменение конечностей. Спасибо, Майя. Следующий вопрос, но, наверное, уже больше к тебе, чем к Стефану. На нашем сайте увидели рекламу книги о хромоте свиноматок. Как купить данную книгу и есть ли версия на русском языке? Коллеги, очень хороший, замечательный вопрос. У нас сейчас эта книга находится на переводе, и сейчас в данный момент она находится с моей стороны на прочитке, и я отправляю уже нашему маркетингу на следующей неделе. Я думаю, что дальше уже сколько она время займет, что я в понедельник уже отправлю тебе уже со всеми рекомендациями. Я думаю, что в ближайший месяц она будет готова. Ну, в ближайший месяц уже, да, мы будем уже ее активно продвигать. Коллеги, свиноматки — это очень большие вложения. Я хочу просто вас сфокусировать, потому что все вложения, которые мы делаем на свиноматку, когда мы улучшаем ее состояние, когда мы делаем ее жизнь лучше, оно потом 100-кратно окупается на качестве поросят. Потом уже дальше становится работать намного легче. Потому что высокопродуктивные свиноматки, понимаете, их нужно кормить по-другому. На них нужно обращать внимание совсем с другой стороны, потому что они очень сильно страдают. Они не... Понимаете, как те свиноматки, которые были 10 лет, и свиноматки, которые мы имеем сейчас, они совершенно разные. И когда мы выстраиваем наше кормление, наш менеджмент с точки зрения потребностей свиноматки, тогда мы совершенно по-другому получаем продуктивность стада. Когда мы в первую очередь обращаем, а что же нужно свиноматке в этот момент, а какая у нее потребность, а что мы можем сделать для нее, тогда мы получаем совершенно другой результат на предприятии. Спасибо. Следующий вопрос. Уточните, пожалуйста, какие схемы кормления свиноматок есть и примеры. Коллеги, по схемам кормления очень хороший вопрос, спасибо. Схем кормления очень много. Сейчас высокопродуктивные свиноматки, они требуют совершенно другой подход в том плане, что мы говорим о том, что у нас сейчас существует с точки зрения два рецепта. Да? Это у нас супоросный корм и лактирующий корм. Но высокопродуктивные генетики, и это говорят генетические компании, что у них возникают разные потребности. Мы сегодня говорили про ремонтных свинок, да? И мы говорили про флашинг. То есть это уже другой рецепт. Это не тот рецепт, который обычно используется на всех предприятиях. Это уже необходимо подумать о том, что нам нужно правильно подготовить ремонтную свинку, чтобы она правильно вошла в охоту. И, соответственно, свиноматки. Свиноматки могут быть у нас и транзитный корм, и супоросный корм, и лактирующий, и флашинг. Спасибо, Майя. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. Спасибо вам большое, коллеги. Со следующем вебинаре сообщим дополнительно. Всем удачи и повышайте продуктивность свиноматок. Всего хорошего. До свидания.